София работала в заповеднике на севере Индии уже почти 2 года, и это время она провела в полном наслаждении дикой природой, изучая каждую тропинку и уголок своей работы. Каждое утро, погружая в себя свежесть нового дня, она выходила на пробежку по зоне патрулирования, чтобы размяться и увидеть, как восходит солнце, заливая все вокруг мягким золотистым светом. Это время было для нее не только физическим упражнением, но и глубокой медитацией, когда она могла насладиться неописуемой красотой природы вокруг. Она обожала дикую природу и всегда с увлечением наблюдала за ней, часто останавливаясь, чтобы послушать утренние трели птиц, пронзительные голоса горных и речных животных и тихое шуршание листвы, которое было словно музыкой в ее душе. В тот день, когда все начиналось, София, как всегда, пробегала мимо ручья. Вдруг ее внимание привлек странный звук, слабый, прерывистый писк, который, казалось, доносился из глубины воды. Она остановилась, сняла наушники и замерла, прислушиваясь внимательнее, чтобы понять, что происходит. Присмотревшись, она заметила на тихой глади воды что-то небольшое и беспомощное, которое слабо билось в волнах. Подойдя ближе, ее сердце замерло от ужаса. Это был тигренок, который вот-вот утонет. Безмолвие мгновения наполнило ее тревогой, и София поняла, что не может просто стоять и смотреть, как маленькое существо уходит из жизни. Она мгновенно осмотрела окрестности, проверяя, нет ли рядом тигрицы, которая, возможно, искала своего детеныша. Никого не увидев, ее инстинкты взяли вверх, и она решила действовать немедленно. Тигренок был в отчаянном состоянии. Над водой торчала только его голова и одна лапа. Он изо всех сил пытался удержаться над поверхностью, а капли воды падали с его меха, как слезы. София легла у самого края берега, стараясь тянуться так далеко, как только могла, пытаясь ухватить малыша. Холодная вода стремительно промочила ее рукава, но она не собиралась сдаваться, потому что внутри нее загорелся огонь борьбы за жизнь этого создания. Ее годы работы в заповеднике и все те уроки, которые она получила, ожили в ее сознании, напоминая о важности каждого живого существа. В какой-то момент София чуть не соскользнула в ручей, но ей удалось удержаться, и, собрав все силы, она снова заняла позицию для спасения. Наконец, ее пальцы, дрожащие от напряжения и страха, коснулись мокрого меха. Она крепко ухватила тигренка обеими руками и, напрягая все мышцы, перетащила его на влажный песок. Тигренок лежал неподвижно. Его грудь едва заметно вздымалась, а глаза, казалось, были закрыты, словно он потерял сознание от усталости и отчаяния. София быстро сосредоточилась, сняла свою ветровку и обернула дрожащее тело, поднимая его на руки с нежностью и заботой, как будто это было ее собственное дитя. Она начала бежать к спасательному центру, громко зовя на помощь, и это была настоящая гонка со временем за хрупкую жизнь, которой были даны только секунды, чтобы спасти ее. Когда она пришла в спасательный центр, ее встретил дежурный ветеринар, доктор Раджев. Это был опытный специалист, который часто работал с дикими животными и знал, насколько они уязвимы в таких ситуациях. Он быстро забрал тигренка у Софии, проверил его пульс и дыхание, подключил переносной дыхательный аппарат, скоропостижно начав реанимацию. София, тяжело дыша и волнуясь, стояла рядом, не сводя взгляда с маленького зверя. Сердце ее колотилось от страха и надежды. Доктор Раджив заверил ее, что у тигренка нет внешних повреждений. Вероятно, это было просто истощение, вызванное огромным стрессом и страхом потеряться. Они быстро вытерли мокрую шерсть, уложили тигренка на специальный теплый матрас, где он мог немного отдохнуть, и установили капельницу, которая должна была помочь ему восстановиться.
София взяла полотенце и начала мягко массировать его грудь, испытывая бесконечную нежность и заботу, стараясь восстановить его дыхание. Каждая секунда казалась вечностью, но через 15 минут реанимации тигренок слегка пошевелился и приоткрыл глаза. В его взгляде хоть и слабом вспыхнул крошечный луч жизни, и София с облегчением выдохнула, почувствовав, как слезы счастья переполняют ее сердце. Они перенесли тигренка в отапливаемую медицинскую клетку и назначили ежечасный контроль за состоянием его здоровья. В тот момент София ощущала, что сделала одно из самых значимых дел в своей жизни, и это осознание наполнило ее душу теплом. Через час тигренок смог подняться, сделать несколько неуверенных шагов и поесть мягкий корм, который ему предложили. София, глядя на него сквозь решетку, отмечала, как в его глазах возвращается дикая сила, которую он, казалось, потерял. Она осторожно погладила его по спине, проникаясь нежностью и утешая его через прутья клетки, словно обещая, что все будет хорошо. После этого София, полная энергии и решимости продолжить свою работу, решила вернуться домой. Она приняла душ, переоделась в формальную одежду рейнджера для дневного патруля и собралась к новым заданиям. В офисе она встретилась с Аруном, своим индийским напарником. Их дружеские беседы и обсуждения были всегда яркими, полными веселья и понимания, что дополняло атмосферу их партнерства. На этот раз они обсудили следующую задачу – найти тигрицу, чтобы вернуть детеныша в семью. Каждый из них понимал, как важно было, чтобы этот малышка вновь нашелся в родном окружении. Доктор Раджив провел последний осмотр и подтвердил, что тигренок достаточно окреп для долгого пути, после чего София и Арун вместе поместили его в специальную транспортную клетку с мягкой подстилкой и свежей водой. Пикап выехал из центра, направляясь к ручью, где малыш был найден, и они двигались медленно, останавливаясь для осмотра троп и высматривая возможные следы, которые могли бы натолкнуть их на нужное направление, прислушиваясь ко всем звукам джунглей, которые напоминали им о жизни, полонии опасностей, но и о надежде. Навигационный прибор показал сигнал о крупном животном в 3 километрах от ручья. Когда они остановили машину, Арун с Софией вышли и начали идти пешком, осторожно ступая по мягкой земле и прислушиваясь к шорохам и звукам природы, которые окружали их. Вскоре до них донесся низкий рык из-за группы густых деревьев. Подойдя ближе, они увидели тигрицу с 2 тигрятами, которая ходила кругами. Она громко звала кого-то, ее глаза были полны беспокойства и страха за своих малышей. Тигрица выглядела встревоженной, ее уши настороженно слушали звуки вокруг, и она, похоже, искала потерявшегося детеныша. София была тронута и взволнована. Это, без сомнения, была семья спасенного тигренка, и она чувствовала связь с ними на каком-то глубоком уровне. Они остановились примерно в 50 метрах, чтобы не спугнуть разлученную семью. Поставив клетку на землю, они осторожно открыли дверцу и отступили к машине, дав тигренку возможность самостоятельно выйти на свободу. Тигренок вышел, замер на миг в нерешительности, а затем громко пискнул и быстро побежал вперед, как будто по зову сердца. В тот же миг тигрица и 2 ее малышей повернулись к нему, а через несколько секунд вся семья оказалась вместе, обнимаясь и трясь друг от друга, как будто не веря, что снова вместе. Тигрица, прислонившись головой к спасенному малышу, словно проверяла, что это действительно он. И это было нежно и трогательно одновременно. 2 других тигрят радостно прыгали вокруг, излучая энергию и счастье, играя в лучах послеполуденного солнца. София закрыла рот руками. Ее глаза наполнились слезами счастья и облегчения, когда она смотрела на эту трогательную встречу.
Арун, у которого была камера, стал снимать каждую секунду этого редкого момента, стараясь запечатлеть мельчайшие детали, которые позже станут воспоминанием о великом событии, которое произошло в их жизни. Постепенно тигриная семья растворилась в золотом свете джунглей, шаг за шагом исчезая в густых чащах, словно ничего и не происходило. София и Арун собрали клетку, наблюдая, как силуэты полосатых исчезают вдали и наполнялись любовью и чувством выполненного долга от того, что они смогли вернуть тигрят обратно в семью. На обратном пути они обсуждали удивительный материнский инстинкт тигрицы, удивляясь тому, насколько сильной и мощной может быть связь между матерью и ее потомством. София чувствовала, что стала сильнее в своей профессии и еще больше верит в то, что делает. Она задумалась о значении своей работы, о том, как в каждом действии есть ответственность, и ее сердце наполнилось гордостью за то, что она может сделать что-то важное для дикой природы. По рации позвонил доктор Раджев. «Все в порядке?» «Отлично», — ответила она радостно, для нее этот момент стал настоящим праздником. В тот же день в офисе София записала все в журнал наблюдений, не упустив ни одной детали, которая могла бы стать важной для дальнейших исследований. В графе «Особые случаи» она написала: «Спасенный тигренок воссоединился с семьей», и этой записью гордилась больше всего. На доске объявлений повесили фотографию тигренка с подписью «Вернулся домой». Каждый сотрудник, проходя мимо, улыбался, радуясь за малыша и осознавая важность их работы. В центре провели небольшое собрание, где Софии вручили грамоту за храбрость и преданность делу, отмечая ее неоценимый вклад и участие в спасении кого-то, кто не мог постоять за себя. Она лишь улыбнулась и скромно сказала: «Я просто сделала то, что подсказало мне сердце». И ее искренняя скромность вызвала улыбки и одобрение со стороны коллег. Вечером, закончив дела, она вернулась домой. Налив себе чашку чая, с радостью смотрела на красный закат, который разукрашивал небо своими яркими и теплыми оттенками. В ее сердце этот тигренок навсегда останется символом надежды и жизни. Он олицетворял ту борьбу, которую она ведет за диких животных и их место в мире. Она задумалась, что работа рейнджера — это не только охрана территории, но и защита каждой живой души в природе, так как каждая из них заслуживает второго шанса на жизнь. На следующее утро, вновь полная энергии и готовая к приключениям, она снова надела кроссовки и вышла на привычную пробежку по округе. Рядом с ручьем следы тигренка еще были видны на влажной траве, их тонкие отпечатки словно свидетельствовали о том, как важна жизнь каждого существа. София остановилась, улыбнулась, глядя в сторону джунглей, представляя, как семья тигров мирно живет своей жизнью, не подозревая, как близка была к утрате и как много она уже пережила в своем коротком, но насыщенном опыте жизни. София повернулась и побежала дальше, неся в сердце веру в чудеса и новый день, который снова подарит надежду всему живому вокруг. Дорогие зрители, что вы думаете об этой великолепной истории? Расскажите, пожалуйста, и в комментариях, как она вас тронула и что вы взяли для себя из этой невероятной истории. А если вам понравилось это видео, не забудьте ставить лайк и подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новых историй, каждый из которых уникален и полон вдохновения. До свидания и до новых встреч!